Всех приветствую на канале Вязание с Ольгой Довинец. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать оригинальный плотный ремешок для вязаной сумочки. Будет две части. В первой части я покажу, как вяжется этот ремешок одним цветом. Во второй части возьму контрастный цвет шнура и покажу, как можно вязать такой же ремешок двумя цветами. Для работы использую полиэфирный шнур 3 мм и крючок номер 4. Так, делаем узелок. Набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Так, вот эту петельку пропускаем. Это у нас петелька подъема. Следующие провязываем вот таким вот образом. То есть на крючке у нас получается 5 вот таких вот петелек. Так, провязываем попарно. 1, 2, 3, 4. Теперь смотрите, делаем накид. И вот эти петельки посерединке, вот они у нас явно видны. 1, 2, 3. Мы их провязываем. Вот они посерединке. 1, 2, 3. 1. Просто вот так вот провязываем. 3. Вот, смотрите, вот эти 3 провязанные петельки, а вот это наш накид. Мы берем и этот накид вот так вот протянули через 3 провязанные эти петли. И теперь остается у нас провязать последнюю петельку. Мы ее не провязываем, мы ее просто вытягиваем. Вот она у нас, вот это. И вот из этой вот перемычки состоит. То есть вот так вот берем на крючок. Вот так вот протянули. Все, по сути, надо запомнить как бы 2 принципа. И теперь попарно мы это все провязали. То есть узор получается несложный. Он состоит, как бы сказать, из 2 этапов. Еще раз покажу 2 этапа, в принципе, из которых состоит этот узор. Это сразу может быть показаться, что он сложный, но он абсолютно не сложный и получается довольно-таки оригинальный. То есть самое главное здесь запомнить, что делаем изначально накид. Вот у нас 3 петельки, которые посерединке, и мы их провязываем. 1, 2, 3. Провязали, а потом через вот этот вот накид вот так их продеваем. И остается только крайняя вот эта петелька. Вот она состоит из вот этой вот полосочки и вот из этих 2 полосок. И мы как бы тоже ее вытягиваем вот так вот. И сейчас все вот эти 5 петелек провяжем попарно. 1, 2, 3, 4. Все. Вот и весь узор, который по сути состоит из 2 рядов. То есть еще раз повторю, накид, вот эти 3 петельки, которые у нас вот так вот здесь вот собраны, мы их каждую провязываем. 1, 2, 3. Вот, а потом вот эти петельки вот так через накид продеваем и не забываем про последнюю петельку. Тоже мы ее просто вытянули и потом все это попарно провязали. Все, то есть по сути, говорю, узор состоит из двух этапов. А получается вот такая вот интересная плетенка. Сейчас вот этот ряд еще покажу. А во второй части я покажу, как вот эти вот полосочки мы будем делать другим цветом. Так, смотрите. Накид. Вот эти 3. То есть мы их как бы вот так вот просто протягиваем шнур. Потом через накид вот эти 3
пропустили. И последняя петелька. Вот 5 у нас петелек на крючке. И все эти 5 петелек мы попарно провязываем. 1, 2, 3, 4. Все, вяжется необходимая длина. Ремешок получается довольно-таки оригинальным и плотным. Сейчас вяжу еще кусочек, я покажу, как выглядит. Вот, смотрите, какой связала образец. То есть ремешок получается довольно-таки очень оригинальным и плотным. С обратной стороны он тоже красивый. Так, а сейчас возьму тот же шнур и возьму, у меня есть такой терракотовый, возьму в контраст этот цвет и покажу, как можно связать точно такой же ремешок, только 2 цветов. Так, делаем узелок, набираем 5 воздушных петель. Первую пропустили, все петельки остальные мы вот так вот вытягиваем. То есть это как бы, ну, так же, как мы начинали вязать тот узор. Еще раз как бы показываю начало. По 2 петельки снимаем. Так, а теперь будем вводить другой цвет. Берем другой цвет, да, там мы делали накид. Вместо накида вот мы будем сейчас использовать другой цвет. Накидываем вот так вот эту петельку, накинули, вот так вот хвостик туда завели. Вот так. Берем наш основной этот шнур. Так, и как мы там и провязывали. 1, 2, 3. Так, 3, и через накид мы все это вот так вот пропускаем. Так, вытянули. Все петельки провязываем попарно. То есть то же самое, как мы делали и в первом варианте. Вот эти хвостики сейчас, его можно просто связать, чтобы он у нас не выскальзывал. Все, этот хвостик вот так вот связали, потом узелок мы просто его спрячем. Так, теперь смотрите, вот у нас петелька, должен быть накид, правда? Делаем накид, дальше опять переходим на наш этот бежевый цвет и провязываем вот эти 3 петли. Так, через накид все это протягиваем. То есть это я показываю просто как вариант по желанию. Если у кого-то будет например, двуцветная какая-то сумочка, то есть очень даже оригинально и просто сделать ее вот так вот, ремешок 2 цветов. Так, вытягиваем, опять же накид делаем вот этим цветом, петельки провязываем, как мы обычно их провязываем. 3 вот так вот провязали. Так, через накид все это протянули. Подтянули немножко. Провязываем последнюю петельку. Все, и все вместе, опять же, петельки провязали. Ну, получается вот как-то так. То есть их ровненько можно подтягивать. Я опять же сейчас свяжу такой вот кусочек, чтобы видно было, как именно смотрится этот узор именно вот с такими контрастными перемычками. Так, с обратной стороны вот просто будет вот так вот переплетаться. Ну, что довольно тоже даже интересно. Сейчас свяжу кусочек. Я думаю, что вы поняли суть, как вязать этот узор. Еще один нюанс говорю, что
чтобы с обратной стороны узор ложился вот так вот ровненько. Смотрите, мы когда начинаем вязание, вот этот вот шнур у нас идет вот тут внутри. Не вот так вот, а он вот здесь внутри. Вот он внутри, и накид мы делаем вот так вот. Вот так сделали. Дальше нашим вот этим светлым шнурочком провязываем вот эти петли. Провязали, протянули и вот там вот подтянули, как нам надо. Это для того, чтобы с обратной, с тыльной стороны узор тоже был ровным и красивым и одинаковым. Все, подтянули, как нам надо. Смотрите, как с обратной стороны он тоже ровненько ложится, нигде не переплетается. Смотрите, связала небольшой образец. Вот как смотрится узор. По-моему, очень красиво, очень плотненько. С тыльной стороны тоже очень красиво. Я считаю, что можно использовать не только как ремешок для сумки, как ручки для сумки, а также, ну, если это актуально, можно связать какой-то пояс к платью. Как-то так. Вот такие два варианта. То есть и вот этот однотонный, и вот такой вот цветной. Если вам понравилось мое видео, мой мастер-класс по вязанию вот таких вот оригинальных ручек, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!